Ладно, слушайте, мы пришли в гости. В гости — это значит к друзьям домой. Мы пришли в гости. И что случилось? Нам сказали: «Снимите обувь, снимите обувь». Я такой стою в коридоре. В коридоре — это у двери. Я стою в коридоре, и бабушка смотрит на мои кроссовки. Смотрит на мои кроссовки и говорит: «Обувь, снимите обувь». Ладно, ладно, я снял обувь, снял обувь. И знаете что? Мне дали тапочки. Тапочки — это такая домашняя обувь, мягкая обувь для дома. Мне дали тапочки. Тапочки были розовые. Розовые тапочки. Ну ладно, в России все снимают обувь дома. Все снимают обувь. Это правило. Пришел в гости — снимай обувь. Окей, давайте разберем. Антон сказал: пришли в гости. В гости — это когда вы идете к кому-то домой. Мы пришли в гости. Потом снимите обувь. Снимите — это значит уберите. Снимите обувь, уберите обувь с ног. В России все снимают обувь дома. Все. Всегда. Это нормально. И тапочки. Тапочки — это домашняя обувь. Мягкая, удобная обувь для дома. Когда вы пришли в гости, вам дают тапочки. Это мило, да? Ну, если тапочки не розовые. Итак, запоминаем. В гости — это кому-то домой. Снимите обувь — это уберите обувь. Тапочки — это домашняя обувь. Так, дальше. Цветы. Цветы — это очень важно в России. Очень важно. Мы хотели купить цветы. Купить цветы для хозяйки. Хозяйка — это женщина, которая пригласила нас в гости. Мы хотели купить цветы для хозяйки. Я взял 4 розы. 4 красивые розы. И продавец в магазине сказал: «Нет, нет, 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 не 4. Нельзя 4». Я такой: «Почему нельзя 4?» И он сказал: «Четное число — это на похороны. Четное число цветов — это на похороны. Похороны — это когда человек умер». О боже, я чуть не подарил похоронные цветы, чуть не подарил, о боже. В России нужно дарить нечетное число цветов. Нечетное. 1, 3, 5, 7. Нечетное число. Я купил 5 роз. 5. Нечетное число. Все хорошо. Окей, это реально важно. Цветы все знают, да? Розы, тюльпаны — это цветы. Антон сказал «хозяйка». Хозяйка — это женщина дома. Женщина, которая пригласила вас в гости. Хозяйка. Теперь главное. Четное число — это 2, 4, 6, 8. Четное число цветов нельзя дарить. Нельзя. Четное число цветов — это на похороны. Похороны — это очень грустно, когда человек умер. Нечетное число — это 1, 3, 5, 7. Нечетное число — это хорошо. Дарите нечетное число цветов. Всегда нечетное. Представьте, вы дарите 6 роз, и все в шоке. Все в шоке. Не надо так.
Запоминаем. Цветы — это цветы. Хозяйка — это женщина дома. Четное число — это 2, 4, 6. Нельзя. Нечетное число — это 1, 3, 5, 7. Хорошо. Похороны — это очень грустное событие. Хорошо, теперь про еду. Еда в гостях. О боже. Мы пришли в гости. Сели за стол. Сели за стол значит сели кушать. И на столе было столько еды, столько еды. Суп, салат, мясо, картошка, блины, пирожки. Все было на столе. Хозяйка сказала: «Кушайте, кушайте». Кушайте — это значит ешьте. Кушайте. Я поел, я много поел. Я сказал спасибо, я наелся. Наелся — это значит я сыт, хватит. Я наелся. И знаете что? Хозяйка сказала: «Еще, возьмите еще, вы мало поели». Мало? Я съел 3 тарелки. 3. Но я взял еще, потому что в России нельзя отказываться. Ну, можно, но хозяйка будет грустная. Хозяйка будет грустная, если вы не кушаете. Так что я поел еще. И еще. И еще. Потом она сказала: «На здоровье». На здоровье — это значит «пожалуйста, кушайте, это для вас». На здоровье. Да, это правда. Это все правда. Сели за стол — это значит начали кушать. Все сели, и на столе много еды. Сели за стол. Кушайте — это когда хозяйка говорит вам ешьте. Кушайте — это очень вежливо. Вежливо значит красиво, правильно. Кушайте — вежливое слово. Наелся — это когда вы сыты, вы больше не хотите кушать. Я наелся, я больше не хочу. Но в России хозяйка не верит, что вы наелись. Она скажет: «Еще, возьмите еще». И на здоровье — это значит «пожалуйста» после еды. Вам дали еду, вы сказали спасибо, и вам говорят «на здоровье». Это мило, но живот болит. Запоминаем. Сесть за стол, начать кушать. Кушайте, ешьте вежливо. Наелся, наелась. Я сыт, я сыта. На здоровье, пожалуйста, после еды. Хозяйка — женщина дома. Помните? И последнее. Подарки. Подарки — это когда вы что-то дарите, что-то даете. Когда вы идете в гости, нужно принести подарок. Нужно. Это правило. Принести подарок. Можно принести цветы, но нечетное число. Помните? Нечетное. Или можно принести торт. Торт — это хорошо. Все любят торт. Или конфеты. Конфеты тоже хорошо. Или можно принести вино. Но нельзя приходить с пустыми руками. С пустыми руками — это значит без подарка, без ничего. Нельзя приходить с пустыми руками. Это некрасиво. Некрасиво значит невежливо, плохо. Мы принесли торт и цветы. 5 роз — нечетное число, и большой шоколадный торт. Хозяйка была очень рада, очень рада.
Она улыбалась. Да, подарки — это просто. Подарок — это то, что вы дарите. Цветы — подарок. Торт — подарок. Конфеты — подарок. Принести — это значит взять с собой и дать. Принести подарок в гости. И очень важно, с пустыми руками — это без подарка. Не приходите в гости с пустыми руками. Принесите что-нибудь. Торт, конфеты, цветы. Что-нибудь. И некрасиво — это не про внешность. Это значит невежливо. Так делать некрасиво — значит так делать нельзя. Это плохо. Запоминаем. Подарок равно то, что вы дарите. Принести равно взять с собой. С пустыми руками равно без подарка. Некрасиво равно невежливо. Плохо. Привет, привет! Это Миша. Давайте повторим все. Просто и коротко. Номер 1. Обувь. Вы пришли в гости? Снимите обувь. Всегда снимайте обувь. Вам дадут тапочки. Тапочки – домашняя обувь. Номер 2. Цветы. Дарите цветы, только нечетное число. 1, 3, 5, 7. Четное число. 2, 4, 6. Это на похороны. Нельзя. Номер 3. Еда. Хозяйка скажет «кушайте», кушайте. Вы наелись? Скажите «спасибо, я наелся». Но хозяйка даст еще. Это нормально. Она скажет «на здоровье». Номер 4. Подарки. Идете в гости? Принесите подарок. Торт, конфеты, цветы. Не приходите с пустыми руками. Это некрасиво. Вот и все. Просто, да? 4 правила. Снимите обувь. Нечетное число цветов. Кушайте, когда хозяйка говорит «кушайте». Принесите подарок. Запомнили? Отлично. Вы готовы идти в гости. Пока-пока.